Приветствую всех на моем канале. Хочу сегодня предложить связать летний топ крючком. Изначально я планировала связать тунику, но так как моя пряжа сгорела, видео на этот печальный опыт я оставлю в описании, то из оставшейся пряжи у меня получился лишь топ. Вязание этого топа получается более выигрышным именно в секционной пряже, но из однотонной получится тоже отлично. Что ж, подписывайтесь, кто еще по какой-то причине не подписался на меня, ставьте лайки, оставляйте комментарии и давайте приступать. Всех приветствую! Сегодня мы будем вязать маечку либо тунику. Это уже у нас определится по ходу вязания. Если это у нас будет туника, то это будет вот так вот, без лямочек. Если же я все-таки решу связать маечку, то мы свяжем еще вот такие лямочки. То есть это мы все будем вязать сейчас вместе с вами по ходу вязания определяться. И я вязать буду из пряжи, вот я здесь написала, пряжа Бахар Батик. Здесь 100 грамм 260 метров. И я буду вязать не вот из этой расцветки, а вот из вот такой вот расцветки. У меня вот лежали два мотка. И вот такая красивая летняя палитра здесь цветов. Я посмотрела, так как у меня этикетки вот именно вот этой расцветки нет, но я нашла в интернете, это номер 5547, Ализе Бахар Батик, 100 грамм 260 метров. И производители нам здесь рекомендуют крючок 2-4. Я буду вязать крючком 2,75. Можно использовать крючок номер 3. В общем, от 2 до 4 вы можете выбрать любой, какой вам удобнее. Рекомендую заранее провязать образец. Вот образец можно провязать любой и измерить на свою плотность вязания, сколько у вас сантиметров получается образно в 10 петлях. Итак, вязать я уже вам расцветку показала, вот так она будет выглядеть. И мы будем вязать вот по такой схеме. И я вот провязала уже образец, это вот из вот этой пряжи я вязала образец. Если кому нравится этот цвет, расцветка, это вот видите номер 5738. Вот такая тоже приятные постельные тона. Вот так он у нас будет выглядеть. Немножечко он под весом нашей туники еще подрастянется. В общем, отличная туника у нас получится, отличный узор, я считаю, что подобрала. Она не особо будет просвечивать. Итак, нам потребуется для того, чтобы начать вязать тунику, мы будем ее вязать снизу вверх. Вот так, таким образом. Нам что потребуется? Нам нужно будет, вам в первую очередь, нужно будет определиться, какая будет длина этой туники. Кто-то сделает по талию, у кого-то будет она по бедрам. В общем, смотрите, если вы выберете длину туники, что она у вас, допустим, будет, ну, вот так вот, образно нарисуем фигуру. И, допустим, у вас туника будет удлиненная, вот, допустим, вот такой длины, то, соответственно, вам нужно будет брать самую широкую часть. То есть это либо обхват бедер, либо обхват груди. То есть какая часть у вас в объеме больше, на ту часть ориентируемся. Если вы будете вязать тунику, допустим, ну вот по пояс, соответственно, нам потребуется только обхват груди. Я буду вязать вот ее чуть ниже обхвата талии, поэтому я буду брать только обхват груди. Мне потребуется обхват груди. У меня обхват груди, так как я не буду слишком обтягивающе вязать, мой обхват груди 88 сантиметров. Я добавлю 2-4 сантиметра и буду вязать на 92 сантиметра. То есть у меня будет плюс 4 сантиметра. Те, которые будут вязать удлиненную тунику, допустим, не короткую, то, соответственно, вы берете наибольший обхват. Это либо обхват бедер, либо обхват груди. Ориентируйтесь сами. И что теперь нам дальше делать?
У меня уже провязанный образец, поэтому мне проще, я могу измерить ширину одного раппорта и с легкостью набрать необходимое количество петель и начать вязать. Но я знаю, не все из вас любят провязывать образцы, поэтому сейчас мы будем использовать метод набора петель 5 длин. Я буду показывать, вот у меня уже тут моток начатый. Я быстренько вам покажу, для чего нам это нужно. Допустим, вы определились, что вы будете вязать свою тунику, допустим, как я, вот чуть ниже обхвата талии. Вы определились, что у вас самый большой объем – это объем груди. И, к примеру, у вас объем груди составляет 100 сантиметров. Вот вы берете метр и на метре вытягиваете свои 100 сантиметров. У меня 100 сантиметров в экран камеры не войдут. Я, допустим, ваши 100 сантиметров условно обозначу 10 сантиметров. Допустим, ваш обхват груди 10 сантиметров. Вы берете пряжу и вот от самого начала прикладываете от 0 до 10. Вот вы отложили один раз, вот это один. И начинаете складывать ниточку. Вот у вас уже 2 раза по 10 сантиметров получилось. Складываете 3-й раз. Вот получилось 3 раза. 4-й раз складываете. И складываете 5-й раз. И вот так вы должны сложить 5 раз. У вас должно получиться 5 длин ваших сантиметров. Допустим, 5 раз по 100 сантиметров. 5 раз по метру. Вот я отложила 5 раз по 10 сантиметров. Далее, вот у нас ниточка, которая идет к мотку. Мы берем крючок и начинаем набирать петли от мотка, то есть вот от конца, не тут, где в начале ниточка, а от мотка. И мы начинаем набирать петли от мотка, еще раз напоминаю. Набрали первую петельку и вот наши вот 5 длин. И мы набираем необходимое количество петель. Вяжите обычным вязанием, не туго, не слабо, вот как вы вяжете, так и набираете тем крючком, которым вы будете вязать тунику. Набираете необходимое количество петель, ровно столько, вот сколько до конца нити у вас петель. Нам тут просчитывать петли не надо, вы просто набираете петли, не считая. Вот. Я набрала количество петель. Мы эти петли вот сейчас не измеряем, потому что если мы их измерим, у нас получится несколько больше. У кого-то может она растянуться, эта цепочка, поэтому мы набрали и не измеряем. Далее мы вводим крючок вот в петельку, которая от мотка идет. Вводим сюда крючок, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ниточку и одну воздушную петлю. И далее мы начинаем провязывать столбики без накида в каждую петлю. Вот я провязала, тут еще у меня где-то не до конца. Я прикладываю и смотрю, вот у меня уже 8 сантиметров. 8 сантиметров. И значит, мне еще нужно 2 сантиметра довязать. И вот я провязала, теперь прикладываю и смотрю. И вот у меня получилось ровно 10 сантиметров. И когда вы провязали цепочку, мы ее еще не замыкаем в круг. Мы получили свои сантиметры, ниточку немножечко вот так оттяните, чтобы не потерять ее, не распустить эти петли, свои сантиметры. Теперь мы помним, что у нас раппорт 6 петель. Теперь просчитайте количество петель, сколько у вас здесь петель по вашей вот этому первому ряду, и подведите их под кратность, равную 6. И подводить под кратность, я думаю, тут несложно. Если вам нужно сколько-то петель убавить, вы можете легко распустить эти петли. И я вас уверяю, что вот у вас здесь в конце получится не как у меня 3 петельки, а у вас останется больше, у вас может такой хвостик остаться петель. Тут дополнительные петли вы сможете поднабрать, если вы захотите, на более свободный объем.
Поэтому вот это нам нужно сделать. Итак, еще раз повторю, измеряйте свой объем, это объем груди, либо объем бедер, наибольший, в зависимости от длины туники, которую вы будете вязать. Далее вы делаете, отмеряете 5 длин на метровой ленте, набираете цепочку воздушных петель и провязываете петли на необходимый вам сантиметры. Далее просчитайте количество петель и подведите их под кратность, равную 6. Я точно так же сейчас сделаю, провяжу первый ряд, подведу под кратность и к вам вернусь. И вот у меня такая цепочка получилась. Я набрала свое необходимое количество петель, провязала первый ряд столбиками без накида, подвела под кратность узора равного 6. И что нам теперь нужно делать? Теперь мы будем замыкать эту нашу цепочку в круг. Вот эти вот петельки, которые у вас тут остались, они пусть остаются в самом конце вязания. Когда будем делать обвязку, мы их спрячем. И теперь нам нужно соединить это все в круг. Обращайте внимание, чтобы у вас эта цепочка не перекрутилась, иначе придется потом все перевязывать. Итак, вот я нашла первую петельку, ввожу крючок в первую петлю, подхватываю рабочую нить и соединительной петелькой протягиваю. Все, проверяю еще раз, что у меня все ровно, ничего не перекрутилось. И теперь мы начинаем вязать наш узор. И как мы видим, вязание мы начинаем с 2 воздушных петелек подъема. Я провязываю 1-2 петлю на подъем. И в эту же петельку я провязываю столбик без накида. Далее пропускаем 1-2 и в 3 петлю вяжем 5 столбиков с одним накидом. Потом опять пропускаем 1-2, в 3 вяжем столбик без накида. Опять 1-2 пропускаем, везде будем вязать в 3 петлю. В 3 петлю опять вяжем 5 столбиков с одним накидом. Итак, я делаю накид на крючок, пропускаю 1-2 и в 3 петлю провязываю столбик с одним накидом. И сюда же в эту же петлю еще провязываю 4 столбика с одним накидом. Вот провязала 2, 3 столбик, 4 и сюда же 5. Теперь пропускаю первую петлю, вторую, в 3 петлю провязываю столбик без накида. Опять накид на крючок, 1-2 петля, в 3 петлю провязываю 5 столбиков с одним накидом. Первая-вторая петля, в 3 петлю столбик без накида. Вот так у нас должно получаться. И провязываем по кругу до конца ряда и соединяем соединительной петелькой вот в первый столбик без накида. Провязываем до конца. И вот я провязала последний раппорт, 5 столбиков с одним накидом. Еще раз проверяю, чтобы у меня ничего не перекрутилось. И вот наш первый столбик без накида, который мы вязали в начале ряда. Сюда я ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и соединительной петелькой завершаю ряд. Все, мы ряд завершили. Это мы в самом конце соединим потом начальную нашу цепочку. Вот так у нас получается. И далее мы начинаем провязывать второй ряд. Второй ряд, как мы видим, начинается с 3 воздушных петель подъема и столбика с одним накидом в эту же петлю. Провязываем 1, 2, 3 петля подъема, накид на крючок и сюда же вяжем столбик с одним накидом. Далее мы провязываем воздушную петельку, воздушную петлю, в середину вот этих столбиков предыдущего ряда вяжем столбик без накида, опять воздушная петля,
столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. То есть между каждым столбиком у нас по воздушной петле. Итак, мы провязали столбик с одним накидом, вяжем воздушная петля и в серединку, сюда вот этих столбиков, серединку находим, провязываем столбик без накида. Опять воздушная петля, и вот тут вот посмотрите, мы вяжем перекрещенные столбики. Мы делаем, провязали воздушную петлю, делаем накид на крючок, и вот у нас столбик без накида предыдущего ряда. То есть мы столбики должны первый провязать за столбик с одним накидом, воздушная петля, следующий столбик перед столбиком с одним накидом. И вот я сделала накид на крючок, вот он наш столбик без накида. Вот мы первый столбик вяжем за него, вот сюда вот, между этим столбиком и вот нашими 5 столбиками. Вот сюда мы вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Туго не вяжем. Провязали, опять воздушная петля, опять накид на крючок. И этот столбик мы вяжем перед столбиком с одним накидом, вот сюда мы должны провязать, вот сюда. Вводим сюда крючок перед столбиком, подхватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик с одним накидом. Опять воздушная петля и опять в серединку вот нашей группы из 5 столбиков с одним накидом, в серединку провязываем столбик без накида. Опять воздушная петля, накид на крючок, столбик с одним накидом за столбиком без накида предыдущего ряда, провязали, воздушная петля, накид на крючок перед столбиком, вот сюда, вот столбик без накида перед ним, вот сюда. Вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Опять воздушная петля, сюда провязываем серединку столбик без накида, воздушная петля и повторяем. И таким образом мы провязываем до конца ряда. Я провязала в серединку столбик без накида, и вот я подхожу к началу ряда. Как мы помним, мы в начале ряда провязывали 3 воздушные петли, которые у нас будут считаться за один столбик, и сюда еще вязали 1 столбик. Поэтому мы сейчас провязываем, я провязываю воздушную петлю и делаю накид, и сюда же вот в эту начальную петельку я провязываю еще 1 столбик с одним накидом и соединительной петелькой соединяю. То есть у нас по боковому шву вот будет вот так вот получаться. Теперь мы будем переходить на следующий, на третий ряд. Третий ряд мы также начинаем с 3 воздушных петелек подъема. Мы начинаем вязать первую, вторую, третью воздушную петлю, они будут считаться за 1 столбик с накидом. И сюда же провязываем еще 2 столбика, первый и второй. Всего у нас 3. То есть мы сейчас будем провязывать ряд вот точно так же, как мы вязали первый ряд. Этот ряд у нас точно такой же будет, как вот первый мы вязали. То есть сейчас я провязала 3 воздушные петельки на подъем, это у нас за 1 столбик с накидом будет считаться. Когда мы провяжем ряд до конца, мы в эту же петельку начальную провяжем еще 2 столбика, чтобы у нас узор полностью закрылся. Итак, я 3 столбика провязала. Теперь по схеме я должна провязать столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Вот мы в предыдущем ряду мы вязали, вот они столбики без накида в серединку. И вот в эти столбики мы будем вязать дальше столбики без накида. Вот он у меня столбик без накида, сюда я провязываю также столбик без накида.
опять накид на крючок. И вот смотрите, теперь мы будем вязать вот эти группы из 5 столбиков с одним накидом ровно посередке перекрещенных столбиков под одну воздушную петельку. Вот видите, как у нас на схеме обозначено. То есть вот у нас перекрещенные столбики, и вот ровно между ними, вот под одну воздушную петлю мы между этими столбиками провязывали, вот ровно сюда мы будем провязывать группу из 5 столбиков с одним накидом. Я делаю накид на крючок и сюда провязываю 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Провязала столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Опять накид на крючок и опять вот перекрещенные столбики. Сюда провязываю 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И столбик без накида в столбик без накида вот сюда провязываю. Вот так у нас получается. Провязываю до конца ряда и показываю, как будем соединять. И вот в конце ряда я подошла к нашим 3 воздушным петелькам. Я делаю накид на крючок и сюда же провязываю еще 2 столбика. Первый и второй. И нахожу 3-ю воздушную петлю подъема, ввожу в нее крючок и соединительной петелькой соединяю и завершаю ряд. Вот так у нас получается. Мы провязали 3-й ряд. 3-й ряд мы провязали. Далее мы начинаем вязать 4-й ряд. Он у нас будет начинаться с 1 воздушной петли подъема и столбика без накида. Провязываем 1 воздушную петельку подъема и сюда же вяжем столбик без накида. И опять мы повторяем то, что мы вязали вот во 2-м ряде. Воздушная петля, вот он у нас столбик без накида. Делаем накид на крючок. Первый столбик, не путайте столбик вот этот предыдущего ряда и вот этот столбик. Мы должны вязать за столбик вот не предыдущего, а предыдущего. Мы вот вводим крючок вот сюда и провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид на крючок и вот сюда вводим крючок. Не путайте ни сюда, вот не во 2-й ряд, а вот сюда в 3-й ряд. Ввели крючок и провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля и в серединку опять провязываем столбик без накида. Воздушная петля и опять вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид на крючок и вот сюда. Вот сюда. Вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля и опять в серединку столбик без накида. Вот так у нас получается. И когда мы провяжем этот ряд до конца, это у нас 4-й ряд, вы как видите, мы опять начинаем вязать ряд ракушек. То есть мы опять провяжем воздушную петлю, столбик без накида и начинаем вязать ракушки в серединку перекрещенных столбиков. То есть мы вяжем четко по схеме. У нас ряды повторяются друг за другом. То есть небольшое у нас смещение. Здесь ракушка, здесь ракушка, здесь ракушка, здесь ракушка. Но вязание у нас все то же самое. Никаких тут новых схем у нас нету. И таким образом мы провязываем до уровня подмышек.